Глава 3. Ква-ква. Житейские проблемы. Лягушки что-то распрыгались. Думал я, смотря как лягушки прыгают по тропинке, по которой мы держали путь. Одна из них, довольно крупная, может жаба, прыгнула и чуть не попала под копыта лошади. Только дождя не хватало, подумал я. Лошадь словно прочитала мою мысль, перешагнула через лягушку. «Спасибо, что не раздавили моего предка», – раздался голос. «Не понял», – по инерции ответил я. «Кто здесь? Где ты?» «Я тут», – ответил голос. Зашуршал камыш, и из него вышла лягушка. Чуть не грохнулся с лошади. Лягушка как лягушка, если бы не несколько «но». Она стояла на задних лапах, хоть ростом и была ниже среднего роста человека, но все же недурственный такой размер для лягушки. На нее была накинута какая-то мешковина, а в руках держала удочку, и она разговаривала, и я понимал ее речь. Шокированным из всех присутствующих был только я. Лошадь, как всегда, была невозмутима. Здоровую лягушку, похоже, тоже ничего не смущало. Картина бегущего чужестранца, инопланетянина, в общем, бегать по болоту с криками, здоровенная говорящая лягушка, меня не прельщала. Сделав каменное лицо и поприветствовав лягушку, поинтересовался, не знает ли она кратчайший путь к деревушке. Получив утвердительный ответ, мы с лошадью и нашим проводником похлюпали к деревне. А вот и деревня. Деревня лягушек. Большие, средние и маленькие, каждый чем-то занимался. Кто-то рубил дрова, кто-то чинил сеть, кто-то развешивал белье. Мелкие лягушки носились друг за другом. В общем, все как у людей. При виде нас, маленькие лягушки облепили меня с конем, а взрослые сбились в кучу и опасливо смотрели на меня. Кто-то из них пытался выдернуть мелких от меня, но безуспешно. Из кучи выделилась одна фигурка. «Приветствую благородного воина», – произнесла она. «Чем мы можем вам помочь в нашем скромном поселении?» Оглядел невысокую фигурку, обратившейся ко мне лягушки. Для меня они были все одинаковые. Просто кто-то больше, кто-то поменьше. Но я видел, что эта лягушка уже очень старая. Но если она вышла и говорит за всех, может, она глава деревни или староста. Так, нужно было что-то отвечать. Если перефразировать, то ее вопрос был, что я здесь делаю, стоит ли ждать от меня проблем. У нас нет ничего такого ценного. Откашлялся, почесав подбородок. Не мешало бы побриться. Щетина скоро перейдет в бороду, почему-то подумал я. Я странствующий рыцарь. Рыцарь! Вот немного заплутал. Мне бы информацию о местности. Лягушки, которые стояли в кучке, о чем-то зашушукались. Видно, что напряжение немного спало. «Хорошо», – ответила лягушка. «Возможно, мы можем друг другу помочь». Повернувшись и махнув мне лапкой, чтобы я следовал за ней, мы подошли к одному из домиков. Привязав лошадь, зашел в домик. Лягушка указала на стул. Я сел. «Чем богаты, тем и рады», – сказала лягушка, наливая похлебку, подавая мне миску с едой. Есть особо не хотелось. Доспех и вправду подпитывал меня всем необходимым. Но отказываться было неудобно. Усевшись поудобней, начал прихлебывать. «Так чем я могу помочь?» – поинтересовался. «Утопленники». «Утопленники?» «Да, утопленники. Совсем житья не дают», – вдохнула лягушка и поведала о наболевшем. Оказалось, есть такие существа, как утопленники, которыми могут стать любое живое существо, смерть которого наступила путем насильственного утопления. Обычно они вылезают из воды по ночам, дабы утащить под воду очередную неосторожную жертву. Иногда они сбиваются в группы и становятся очень опасными. И в последнее время по округе их стало много шастать, поэтому с наступлением сумерек все запираются по домам. А недавно в один из крайних домов утопленники даже вломились и утащили всю семью. «А раньше они вас не беспокоили?» – спросил я. «Раньше нам солдаты помогали,
или редко забредающих наемников просили о помощи. Мы же не воины, а простые крестьяне. А что сейчас не помогают? Сейчас война, и никому до нас нет дела. И что делать, ума не приложу. Запечалилась лягушка. Что за война? Кто с кем и из-за чего? Полюбопытствовал я. Выяснилось, что таких поселков лягушек довольно много раскинуто по болоту. Какие-то покрупнее, какие-то поменьше. Есть даже города и большой город-столица с владыкой. Но лягушка-старейшина в нем ни разу не была. Ей рассказывал ее отец, а ему его отец. Их деревушка была самая дальняя и стояла на краю болота. Нынешнее поколение лягушек уже не видело своих сородичей, когда произошло разделение клана, и отец с матерью нынешней главы и дедушки с бабушками нынешних жителей деревни решили обосноваться здесь. А поселились они на границе с людьми, на территории владений одного герцогства. Людям и лягушкам делить было нечего. Люди не торопились лезть в болото, а лягушки – на засушливую для них землю. И так они мирно сосуществовали. Когда люди герцога объезжали владения герцогства, иногда заезжали и в это поселение лягушек, помогали в некоторых вопросах, таких как в избавлении от утопленников, ну и продавали, точнее меняли, что-то по мелочи. Взамен лягушки давали продовольствие, а именно рыбу, которая во множестве водится на болоте. Иногда забредали и вольнонаемники, но очень редко. Деревушка стоит вдали от всех людских дорог. Делать здесь было нечего. Так вот, старый герцог, хозяин этого герцогства, на границе которого располагалась деревушка лягушек, помер, оставив грызться за наследство 3 сыновей, ну говорят уже 2. Солдат стянули на линию фронта, а наемники записывались в армию за тех, кто больше платит. Про деревню забыли, и утопленники прям затерроризировали деревушку. Терпение лягушек лопнуло, и они сами своими силами хотели попробовать решить проблему с утопленниками. И тут появился я, прям вовремя. Ну, информацию более-менее познавательную авансом я получил. Надо было отрабатывать. «Какой план?» – поинтересовался я. «Сбор вечером на закате. Поведешь наших мужиков под своим началом. Мы в ратном деле ничего ведь не понимаем. Это хорошо, что вы появились. С вами гораздо спокойнее», – задумчиво проговорила лягушка. Ее внимание привлекла муха, улетевшая в комнату. «Затем направитесь в место, где собираются утопленники. Вам покажут, где это. Спрячетесь, и когда они все соберутся...» И тут лягушка сделала резкий выпад лапкой и хлопнула по столу так, что подпрыгнула не только тарелка, но и я от неожиданности. «Дверь, наверное, не закрыла в дом», – пробормотала лягушка, выкидывая муху в форточку. Вышел из дома старейшины. Мелкие лягушки окружили лошадь. Мне стало нехорошо, как бы лошадь чего не учудила и не слопала одного из них. Проблем с местными только не хватало. Отвязав лошадь, взял ее за уздечку и пошел обследовать окрестность. За мной потянулась местная детвора. Побродил по деревне и округе. Начинало вечереть. Направил свои стопы к домику старейшины. Там уже собралось все население деревушки. Отдельно со старостой стояло около 25 лягушек покрупнее. Направился к ним. «Здорово, бандиты! Ну что, готовы?» – попытался пошутить я, чтобы немного успокоить и вселить уверенность в них, да и в себя. Шутка не зашла. Лягушки лишь смотрели и переговаривались между собой. Вооружились они у кого что было. Топорами для рубки, острогами, ножами. Да, крестьянское ополчение в любом мире, в любой стране выглядит одинаковым. «Вот он покажет дорогу», – сказала староста, подводя ко мне лягушку, с которой встретился в самом начале, когда шел в деревню. «Хорошо. Веди нас, Сусанин. Веди нас, герой». Проводник вопросительно посмотрел на меня. «Можете оставить лошадь», – сказал проводник. «Верхом на лошади на болоте неудобно». «Ничего», – соскакивая с лошади, ответил я. «Пускай идет с нами». Не хотелось оставлять ее без присмотра, чтобы она чего не учудила.
Наш небольшой отряд растянулся гуськом. Впереди шел проводник. Я за ним, ведя лошадь. За лошадью все остальные ополченцы. Блин, можно же было вооружить их вещами из замка. Там же полным-полно всякого оружия и брони. Но, как говорится, умная мысля приходит опосля. Оставалось только уповать на то, что я не зря тренировался, и что лягушки тоже проявят себя. «Пришли», — сказал проводник. «Несколько раз видел, как они появлялись и уходили в топь в этом месте». «Ну тогда давайте прятаться и ждать появления утопленников». Лягушки попрятались в камышах. Я отвел лошадь, где был самый высокий камыш, и приготовился ждать там. Время тянулось ужасно долго. Ничего не происходило. Начиналось думать, что или проводник ошибся местом, или они не только отсюда появляются. Лошадь фыркнула, посмотрел на нее, у нее опять загорелись глаза. Вдруг раздался всплеск, переключил внимание на воду, виднелись какие-то силуэты. Затем все отчетливее стали виднеться и обрисовываться фигуры. Из воды вылезла дюжина утопленников. Они застыли на месте, как будто чего-то ожидали. Утопленники были разные, большей частью фигурами напоминавшие людей. Несколько фигурок вроде лягушек, и парочку не разобрал. Больше вроде бы не собирались вылезать. Ну, наверное, все. Уже хотел отдать команду атаковать, как лошадь опять фыркнула. Посмотрел на нее и увидел за ней движение камыша. Присмотревшись, увидел, что к нам приближается еще одна группа утопленников. Замечательно. Мы оказались между двух огней. Что делать? Сколько утопленников во второй группе? Знают ли о приближении еще утопленников лягушки? Если крикну, то сразу раскрою нас. Крикнуть, чтобы разбегались? Я не знал, насколько хорошо лягушки видят в темноте, и найдут ли они в темноте дорогу, или их повылавливают по одному. Мешкать было нельзя. Принял, надеюсь, верное решение. Попытаться быстро и неожиданно разобраться с первой группой. Ну а потом видно будет. Хорошо бы все получилось, как на тренировочном полигоне. Если не получится, то придется без оглядки бежать и бежать. Только куда? Может, к лошади? Может, она их покусает? В общем, великолепный план. Надежный, как швейцарские часы. Была не была. Согнувшись, побежал к неподвижно стоящим утопленникам. Выставил перед собой щит. Рывок. Пронесся сквозь группу, как шар для боулинга через кегли. Утопленники, стоявшие на пути, размазались об щит. Как остановился, попробовал оценить ситуацию. На первый взгляд, больше половины точно угрозы уже не представляют. Выхватил меч, крутанул его. Голова утопленника, стоявшего рядом со мной, отделилась от тела и покатилась по земле. Утопленники зарычали и двинулись на меня. Уже плохо отдавал отчет, что делаю. Впал в раж, прыгал, отскакивал, бил мечом, щитом, отсекая тянувшиеся ко мне со всех сторон руки, кисти рук и головы. Утопленники были практически голыми. Вооружены они были лишь когтями и зубами. Они тщетно скрябали по моему щиту и доспеху. Даже мне, весьма поверхностно владеющего мечом, не составляло особого труда кромсать их ничем не защищенную плоть. Подбегала вторая партия утопленников. Кинув сгусток темной энергии, темное копье, помчался навстречу, краем глаза заметив лягушек, которые тоже помчались к утопленникам. Ах, ну да, команду я им так и не дал, но хоть сами догадались. Я командир просто от бога. Ну хоть утопленники особой опасности, как уже успел понять, хорошо защищенному в плане доспехов, не представляют. Главное не дать окружить себя, чтобы эти твари не смогли толпой повалить на землю. Однако не знал, можно ли убить утопленника, только пронзив его. Поэтому решил рубить, крушить, все перемолоть. И я рубил, крушил щитом. Остальное было как в тумане. Последнего разрубил аккурат пополам. Со всего размаха меч вошел в череп и вышел между ног. Вокруг валялись конечности, кишки, какая-то смердящая жижа. Стоял тошнотворный запах. Тут заметил лягушек. Они тесно сбились в кучку и смотрели на меня. Некоторые выронили оружие. Подошел к ним. По их мордам читалось, что они были в шоке от всего увиденного. Наверное, перестарался. Но я же не знал, что получится то, что получилось.
Действовал-то экспромтом. «Ну что, как мы их?» – спросил, улыбаясь. Лягушки тоже начали натянуто улыбаться, кивать головами и что-то говорить. Тут зашуршал камыш. Из него вышла лошадь. Ее глаза полыхали. Она направилась к нам, по дороге между делом захватив языком кисть утопленника и проглотив ее в один присест. Немного не доходя до нас, она остановилась возле одного из утопленника и начала его жевать. Ну что я мог сказать лягушкам? Если до этого они были, мягко говоря, в шоке, то теперь они были в ужасе. Они стояли с раскрытыми ртами и смотрели, как лошадь приступает к трапезе. Надо было что-то предпринять, иначе еще немного, и они бы разбежались, как испуганные кролики. «Это самое», – начал я, – «надо бы разжечь факелы. Мало ли кто здесь еще бродит. Может, какие дикие звери, чтобы отпугнуть их». Раздался хруст. Лошадь оторвала что-то от утопленника. «Надо бы собрать тела», – продолжал, повышая голос, стараясь заглушить хруст и чавканье. «Сложить их в одну кучу. Хрум-хрум. Затем поискать хворост там, дрова какие-нибудь», – сказал еще громче. «Чавк-чавк. Обложить ими тела. Хрум-чавк. И поджечь. Чавк. Чтобы они сгорели». Последние слова я уже проорал. Вот же животное. Мне казалось, чем больше я повышал голос, тем громче раздавалось чавканье. Как же мне хотелось запустить что-нибудь в эту прожорливую скотину. Но, похоже, я смог достучаться до них. Лягушки зашевелились. Зажгли факелы, часть разбрелась в поисках дров. Другая начала складывать утопленников и их части в одно место. Сложив и обложив тела, подожгли. Пламя взвилось вверх. Все безмолвно уставились на костер. Раздавался шум, производимый лошадью. Она доедала. Никто не решился отобрать у нее утопленника. В деревню вернулись под утро. Ничего интересного лягушки не могли мне сообщить, кроме того, что герцогство называлось Клантена, а королевство – Тембларос. Они жили в своем маленьком мирке, и дальше своей деревушки на болоте нигде не были. Далеко им до лягушки-путешественницы. Все, что они знали, это было со слов их дедушек и бабушек, которые сами дальше своего болота не выбирались. Различные мифы, полулегенды, в которые и сами не верили. Что-то им рассказывали солдаты. Но лягушки больше половины не понимали. Названия земель, королей, вождей их мало интересовало. Выжав всю информацию с лягушек, решил, что пора возвращаться в замок и продолжать исследовать земли с помощью того сенсорного шара. С одной стороны, они были рады и благодарны мне, что помог им избавиться от утопленников. Лягушки думали, что утопленников 5 или 6. Знали бы, что их больше, они ни за что не пошли бы ночью их ловить, тем более одни. А тут получилось прихлопнуть такую кучу. Как сказали лягушки, во второй группе утопленников было штук 15, и никто из лягушек не пострадал при этом. С другой стороны, ихней детворы больше не наблюдалось ни рядом со мной и тем более с лошадью. Их попрятали по домам. Естественная реакция на произошедшее. Поэтому, попрощавшись, сразу выехал из деревни. Чтобы как-то отблагодарить, мне дали часть денег. Я не знал, сколько и какая их ценность. Да и лягушки не знали. Деньги им давали солдаты за провизию, когда лягушкам помощь солдат не требовалась. Иногда лягушки были проводниками по болоту, когда солдаты искали прятавшихся в болотах преступников и бандитов. Тратить в деревне людские деньги было негде, а за пределы своего болота, как я и говорил, им не было нужды выходить. В общем, отсыпали мне, и я с благодарностью принял. Деньги в любом мире нужны, если ты не лягушка на болоте, конечно.